Степан Черняк, пожилой мужчина с проницательным взглядом и уставшим сердцем, ехал по извилистой дороге, теряющейся в глубине карпатских лесов, сквозь молчаливую зиму, где каждый сугроб, казалось, дышал собственной памятью. Радио в машине играло что-то старое и нежное, и он беззвучно напевал мелодию, откуда-то из прошлого, того самого, что осталось за порогом его нынешнего уединенного существования. С тех пор, как не стало Веры, его жены и спутницы всей жизни, он жил в хижине, заброшенной и почти исчезающей в снегу, высоко в горах, где даже птицы зимой поют иначе, сдержанно, почти с уважением к тишине. По мере того, как дорога становилась все уже, а деревья все плотнее, он почувствовал легкое напряжение. Интуиция, когда-то развитая в молодости на охоте и в долгих лесных переходах, не подвела. На повороте его взору открылась груда бревен, сложенных поперек дороги слишком аккуратно, слишком продуманно, чтобы быть результатом стихии. Лес в этом месте всегда был обманчиво спокоен, но опыт подсказывал, когда природа слишком тиха, стоит ждать беды. Он остановился, прислушиваясь, как радиоприемник стихает, оставляя в салоне лишь дыхание его старенькой машины. И в ту же минуту из-за деревьев, словно выросшие из снега, появились фигуры. Мужчины в потрепанной одежде, грязные, вооруженные, напряженные. Их лица не выражали страха, лишь усталость, глухую ярость и решимость. Степан понял сразу. Перед ним были беглецы. Те, кто, возможно, сбежал из далекой колонии, затерянной в предгорьях, и теперь искал способ скрыться от правосудия в глухих местах, где дороги заканчиваются, а законы теряют силу. То, что последовало, было быстро и жестоко. Его вытащили из машины, бросили на землю, и снег, под которым скрывались куски льда, встретил его лицом, как холодный камень. Его били не из ненависти, а скорее из привычки. По-военному четко и без излишней жестокости, просто чтобы подчинить. Они хотели его машину, возможно, его еду и одежду, а может, просто его исчезновение. И все же, несмотря на боль, несмотря на кровь, льющуюся на белизну сугробов, он сохранял ясность ума. Степан знал, что если он поддастся страху, все кончится. Поэтому, превозмогая ломоту в ребрах и гул в голове, он нашел в себе силы говорить спокойно, медленно, как будто все происходящее не более чем затянувшийся эпизод в долгой и трудной жизни. Старик сумел убедить их, что машина неисправна, что в такие морозы она капризничает и требует вмешательства. Его пустили под капот, и в тот момент, когда они отвлеклись, деля найденные в бардачке сигареты, как дети, получившие редкую игрушку, он, воспользовавшись своими знаниями, ловко вывел из строя двигатель, перерезав нужный провод, после чего тихо скрылся в лесу, растворяясь в его глубине, как тень. Он шел, спотыкаясь через сугробы, с трудом дыша в морозном воздухе, чувствуя, как с каждым шагом усиливается пульсация в висках. Но остановиться он не мог. Слишком хорошо знал, как быстро преследователи могут догнать того, кто оступится. Вскоре, найдя ель с мощными ветвями, он забрался на нее, скрываясь в кроне и затаив дыхание. Его сердце колотилось, и он чувствовал, как каждая секунда становится вечностью. Когда внизу появились беглецы, их шаги звучали по снегу, как удары топора по льду. Они остановились у подножия дерева. Все вокруг затаилось. И в этот самый момент случилась мелкая, почти нелепая трагедия. На ветке рядом с ним появилась птичка, малая мухоловка, встревоженная его присутствием. Она порхала рядом, а затем, как назло, клюнула его в лицо, вызвав непроизвольный стон. Этого было достаточно. Преступники подняли головы, заметили его, и Степан, не удержавшись, соскользнул вниз. Падение было тяжелым. Он рухнул на землю с глухим хрустом,
почувствовав, как вывихнута лодыжка, как ноют ребра. Он оказался у их ног, беззащитный, избитый и почти без сил. Но в тот момент, когда один из них достал оружие, в лесу раздался лай. Сначала отдаленный, затем все ближе. Это были собаки, патрульные, с егерями или, возможно, с жандармами. Беглецы напряглись, их взгляды метнулись в сторону звука, и, не желая оставлять свидетеля, они схватили Степана и потащили с собой, словно мешок, сквозь заросли и ручьи, надеясь укрыться глубже в горах. Переход через ручей был мучительным. Ледяная вода обжигала кожу, словно тысячи игл. Они тащили его за собой, не обращая внимания на его стоны, одержимые лишь одной целью — уйти от поимки. В какой-то момент они бросили его на землю, начали избивать с новой силой, как будто именно он был причиной их провала. Один из них достал нож, и на лице его отразилась безжалостная решимость. Но как только он поднял руку, в лесу раздался вой. Низкий, жуткий, древний. Из-за деревьев выскочил огромный волк, бросившись на одного из бандитов. Началась не борьба, скорее бойня. Волк кусал, рвал, не боясь пуль. Даже когда один из них его ранил, он продолжал атаковать. Потом появились еще. Стая, движимая не голодом, а оказалась какой-то древней, почти человеческой яростью. Бандиты пытались отстреливаться, но паника делала их неуклюжими. Крики сливались с лаем собак, и в этот ад, наконец, вошел патруль. Те, кто еще был жив, были обезоружены и взяты под стражу. Остальные остались лежать в снегу, обездвиженные, истекающие кровью рядом с тропой. Степан, все еще лежа на земле, смотрел на волка. Он узнал его. Когда-то, много лет назад, он нашел в лесу волчонка, раненого, одинокого, замерзающего. Он приютил его, выходил, кормил, а потом отпустил. И теперь, спустя столько зим, волк вернулся. Чтобы спасти. Позже, когда все стихло, Степан вырыл могилу в снегу. Он похоронил зверя, как хоронят товарища. Остался сидеть рядом, несмотря на мороз, глядя в серое небо. И в той тишине, что вновь воцарилась в горах, он чувствовал не боль и не одиночество, а странное чувство благодарности. Зимой он снова вернулся в свою хижину. Лес был прежним, снег все так же покрывал склоны. Но все внутри него изменилось. Теперь каждый его шаг по этим тропам был не просто привычным, он стал чем-то почти священным. И каждый раз, проходя мимо ручья, он останавливался, чтобы вспомнить. Он больше не был один. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.